Я всех приветствую на канале. Сегодня мы будем вязать вот такой вот пуловер чайку из пуха норки. Он очень круто смотрится. Мастер-класс по этому пуловеру уже есть на канале. Он в 3 частях. Все ссылки я вам оставлю в описании. Я вязала его из пряжи Alize Angora Gold, такого градиентного окрашения, но почему-то он не прижился в моем гардеробе. Я его носила несколько раз, но в процессе носки я выявила некоторые недочеты, которые мне захотелось исправить. И мне захотелось именно сделать этот пуловер очень пушистым, поэтому пряжа пух норки сюда просто идеально вписалась. Я брала пух норки в одну ниточку и одну ниточку подмота и вязала крючком 4 миллиметра. Сейчас я вам расскажу о изменениях, которые я внесла. И сразу же после того, как я объясню это изменение, будет показано видео, что именно я перевязывала. И потом будет следующее изменение. Всего, по-моему, у меня их 3 или 4 получилось. То есть, если вы захотите связать такой же пуловер, как у меня из пуха норки, то заходите в описание под видео, берите основной мастер-класс и, конечно же, используйте мои советы и рекомендации. У меня для спонсоров канала доступна бесплатно схема узора этого пуловера, а именно схема вот этих прибавлений и убавлений. Они находятся во вкладке сообщества, поэтому заходите и берите. Если вы тоже хотите получить схему, то оформляйте спонсорскую подписку. Давайте начнем с первого такого моей рекомендации, потому что в комментариях под видео было много, таких комментариев было много, что кокетка узкая, потому что, обратите внимание, у меня прибавление идут только по центру переда и по центру спинки, то есть рукава связаны просто ровным полотном без убавок и прибавок. Кокетка мне не узкая, вы видите, здесь много места за счет того, что сама горловина, она не просто V-горловина, а она как лодочка. Видите, у меня широко, как по плечам, расходится сама горловина, а на плечи буквально ложится только обвязка. Поэтому горловину делаете широкой, тогда у вас никаких проблем не будет с тем, что кокетка узкая, а все сядет круто и идеально. Это первая такая рекомендация. И теперь изменения, которые я внесла. Первое изменение касается низа нашего пуловера. Вот обратите внимание, когда мы вывязываем углы, то есть у меня спереди угол, сзади угол, а бока, они как бы еще голые, образно говоря, то есть их нужно заполнять отдельно. И при заполнении боков я должна вот эту линию низа вывести в ровную черту. И в том мастер-классе из Alize Angora Gold я сделала, как мне показалось, слишком резкие убавления. И в итоге у меня как-то некрасиво лежит вот здесь, вот именно в области живота сам пуловер, потому что здесь много полотна. Убавки я здесь сделала в каждом ряду, один раппорт убавляла. То в этом пуловере я убавляла пол раппорта в каждом ряду, и он лег более красиво. Сейчас я сюда вставлю видео, как именно у меня шли убавления. Я изменила то, что при вывязывании вот этих вот углов в боковых швах я убавляю не по раппорту, а по пол раппорта. Посмотрите, вот у меня ряд с шишечками, вот вновь повторяется ряд с шишечками, и видите, он стал короче на 2,5 раппорта. Ряд я начинаю всегда с 4 воздушных. Разворачиваем вязание, накид на крючок и сразу же, пропустив одну петлю, вяжем столбик с одним накидом. Это сокращенный пол раппорта. Дальше идем по рисунку. И таким образом вяжу весь ряд до конца. И смотрите, как мы заканчиваем ряд. Вот они, видите, треугольнички, это сокращенный пол раппорта узора. Вот мне сейчас осталось связать ровно пол раппорта, и я выполняю сокращение. Посмотрите, последний столбик просто распущу, подниму вот эти 2 петельки на крючок. Делаю 2 накида и в столбик с одним накидом ввожу крючок. Смотрите, провязываю 1, 2 петли, 2, 2 петли и 3 последние петли провязываю за один раз. То есть вновь получили такой же треугольник.
И так мы начинаем и заканчиваем каждый ряд. Вяжем, пока не заполним весь этот треугольник. И когда наши углы заполнены, мы получили ровную черту низа нашего изделия, я не стала его стягивать резинкой, как в этом варианте, то есть у меня собран и как бы полуверх такую складочку. Я просто сделала такую петлевочку, которая не стягивает низ, и получился такой прямой пуловер. Он намного лучше лежит, особенно мне нравится спинка. Я ношу его так чуть-чуть заправив спереди. Очень классно смотрится, он свободный, такой воздушный. Чтобы стык между пуловером и обвязкой был более красивый, я первый ряд провяжу немножко другим узором. То есть обычно мы вяжем столбики с накидом через воздушную петлю, а здесь я провязываю столбики без накида через воздушную петлю. Точно так же воздушная петелька, столбик без накида в стык рядов, воздушная петля и столбик без накида под арку. И посмотрите, еще будет небольшое изменение. Вот эти ряды, где у нас идут шишечки, мы будем провязывать чуть по-другому. То есть вот ряд с шишечками я вокруг ряда с шишечками не буду вот в эти вот стыки рядов провязывать столбики. То есть просто делаю воздушную петлю и сразу же под арку столбик провязываю. Опять воздушная петля и сразу же под следующую арку. Получается, что мы просто в стыке рядов вокруг шишечек не вяжем столбики без накида. Все, таким образом обвязываем весь край пуловера. Ну а начиная со второго ряда будем уже вязать столбики с одним накидом через воздушную петлю. Я связала 10 рядов резинки и теперь не буду обрабатывать ее рачьим шагом, как в прошлый раз, а делаю вот такую подгибку. То есть просто сгибаю резинку пополам и при помощи соединительных столбиков петлюю низ нашего пуловера. Ввожу как раз промежутки между рельефными столбиками и с другой стороны тоже в промежутке между рельефными столбиками и выполняю соединительную петлю. И таким образом припетлевываю весь низ. Не затягивайте сильно столбики, чтобы не стянуть край. Еще одно изменение я внесла в обвязку горловины, а именно выполнение вот этого вот центрального места, то есть убавки возле угла. Сейчас покажу вам на старом пуловере. Вы можете обратить внимание, что здесь имеются вот такие вот большие отверстия. Сейчас я их убрала, заполнив эти отверстия столбиками с накидом. Тоже сейчас ставлю видео, и вы посмотрите, как я это делала и что изменяла. И чтобы не было этих отверстий при вязании второго ряда горловины, я буду делать чуть-чуть по-другому. В том пуловере я сейчас бы связала воздушную петлю, затем столбик рельефный, вот сюда вот в столбик, отмеченный рядом, воздушную петлю, и затем бы начала вязать по рисунку. А здесь вместо воздушных петель я провяжу также столбики с одним накидом. Посмотрите, у меня сейчас связан просто столбик с одним накидом. Я вновь накид на крючок и подхватываю столбик, который находится возле центрального. Провязываю лицевой рельефный. Вновь накид на крючок, убираю маркер, провязываю столбик рельефный в центральный столбик. Отмечаю его маркером. И вновь накид на крючок и подхватываю следующий рельефный столбик и провязываю также столбик с одним накидом. То есть у меня в центре получается не воздушная петля столбик, а просто 3 столбика. Затем провязываю еще один столбик с накидом и дальше уже вяжу по рисунку через воздушную петлю столбики. То есть фактически в центре у меня получилось подряд 5 рельефных столбиков без воздушных петель. Остальные ряды буду вязать как в мастер-классе. И все, и в итоге у меня получился более красивый угол, более плотно заполненный, без лишних отверстий, он намного красивее лежит.
самих рукавах я ничего не меняла. Смотрите предыдущий мастер-класс, вносите эти изменения, и у вас получится такой же классный, теплый пуловер, такой белый и пушистый, прям как снежок. Но если вам понравилось традиционно, подписывайтесь на канал. Я очень жду ваших лайков. До скорых встреч. Всем пока.